О военном искусстве Чингисхана пишут историки и знатоки, начиная с XIX века. Генерал-майор Иванин написал книгу о военном искусстве монголов и среднеазиатских народов. Затем, 100 лет назад, Эренджин Хара Даван, один из замечательных евразийских писателей, издал книгу «Чингисхан как полководец и его наследие». Сегодня на эту тему также появляется много работ, поэтому кажется, что вопрос изучен со всех сторон. Но в данном материале хотелось бы ответить только на один вопрос. Как монголы могли оставаться непобежденными на протяжении столетий? На самом деле, никакой мистики и чуда в этом нет, а есть правильные составляющие для победоносной армии. Военное искусство Чингисхана опиралось на 3 фундаментальных столпа. 1. Народная армия, которую великий хан выставил против феодальных ополчений средневековых государств. 2. Воины не тренированные, а выращиваемые с рождения. 3. Тактика на основе природных свойств монголов. На этих 3 чертах Чингисхан и построил здание военного могущества монголов. Рассмотрим их более внимательно. Народная армия. Каждый монгол был воином. В каких случаях такое возможно? Это возможно в мобилизационных армиях нового и новейшего времени, когда существует всеобщая воинская повинность. А также это было характерно для периода родоплеменного строя, когда каждый мужчина в племени являлся воином. Таким опытом и воспользовался Чингисхан. Основываясь на родоплеменных отношениях, которые существовали у монголов и степняков, он создал свою армию, народ войска. Это дало ему ощутимое численное преимущество. Перед началом китайского похода у Чингисхана было 105 тысяч воинов, а к концу его жизни — 129 тысяч бойцов. Известны имена всех тысячников, которые командовали этими войсками. Стоит вспомнить, что монголов всего было около 800 тысяч. То есть народ крайне малочисленный, если сравнивать, например, со 100 миллионами Южного Китая, 40 миллионами Северного Китая или 15 миллионами жителей Ирана. Тем не менее то, что у монголов армия состояла из народа, дало им по меньшей мере равенство, а то и численное превосходство над многолюдными государствами, где войска были построены по принципу феодального ополчения господствующего класса. Если вспомнить, к примеру, Францию, то там крестьяне и бедные сословия в армию не призывались. Воевали только рыцари. Но господствующий класс во всех государствах всегда составлял 1, максимум 2% от всего населения. При этом здесь учтены женщины, старики и дети. А также известно, что не все мужчины физически могли воевать. Поэтому из этих 1-2% можно смело брать 5-ю часть, которая и будет являться предельной численностью вооруженных сил средневекового государства. К примеру, в 1812 году в Российской империи население составляло 36 миллионов человек. Вооруженные силы насчитывали 1,2 миллиона человек. Но при этом на фронт против Наполеона, где решалась судьба страны, на западное направление было выделено только 350 тысяч человек, разбросанных по разным армиям и корпусам. Также и в других странах. Если во Франции и было 60 тысяч рыцарей, то собрать их всех на одном поле представлялось невозможным. В битву при Криси, которая являлась одним из важнейших сражений Столетней войны, французы смогли выставить всего 25 тысяч солдат. Монголы же, у которых было 129 тысяч воинов, дополнительно имели превосходство и в мобильности, потому что являлись конницей. Соответственно, они могли передвигаться по разным направлениям с большой скоростью, компенсируя то, что нужно было защищать протяженные границы. Если сравнивать с китайскими чжучжинями, то при 40-му населении они могли выставить в поле 600 тысяч воинов. А латной конницы среди них было всего лишь 15 тысяч. По этой причине даже с китайцами Чингисхан получал как минимум боевое равенство. Чаще же всего, благодаря мобильности войска, он мог быстро организовать численное превосходство на направлении главного удара. Подготовка воинов с самого рождения. Монгольский народ войска, в отличие от современных мобилизационных армий, не нуждался в тренировках, его не нужно было готовить. Чингисхан использовал в бою то, что его солдаты не тренировались, а выращивались. Благодаря этому он сразу же получал равенство с феодальным ополчением, где рыцарей, витязей и богатуров также готовили с рождения, однако численность их была гораздо меньше. Это серьезное качественное преимущество. Если попытаться представить, что есть возможность сравнить средневекового рыцаря и современного бойца отряда специального назначения, то кто из них окажется сильнее?
Нужно понимать, что рыцаря готовили с 3-летнего возраста, он тренировался ежедневно и до упаду. Если этого не делать, он был бы убит в первом бою. Современные же бойцы тренируются уже в сознательном возрасте. Поэтому, если поставить в равные условия и свести в рукопашном бою рыцаря и спецназовца, вероятнее всего преимущество будет на стороне первого. Просто потому, что рыцарь обладает большим опытом, в том числе и боевым, так как феодальные стычки происходили постоянно, и можно было почти непрерывно оттачивать свое мастерство. Таким образом, вся армия Чингисхана состояла из бойцов высокого качества, выращенных в монгольской степи. Обычно подобные мобилизованные армии имеют гораздо худшее качество подготовки, чем профессиональные вооруженные силы, служба в которых шла на протяжении многих лет. Монгольское войско было ничем не хуже. Тактика на основе природных свойств. Третья составная часть военного искусства Чингисхана заключается в том, что в своем боевом мастерстве он опирался на природные свойства кочевников. Известно, что у монголов было мало тяжелой конницы. Но не потому, что у них не было кузнецов или металла, и не потому, что они не умели ковать железо, как иногда можно прочесть в литературе. С этим в степи все было в порядке, и на сегодняшний день известны великолепные образцы кузнечного дела, которые были созданы восточными саками, юичжами, усунями, алтайскими чурками и монголами. Все они умели делать вооружение не хуже, чем древние китайцы или римляне. Проблема заключалась в двух других причинах. Во-первых, металл был дорогим, а общество — бедным. А во-вторых, тяжело вооруженного рыцаря было невозможно посадить на лошадь-монголку, так как смотрелось бы это нелепо, а в бою работало против всадника. Особенно если представить схватку с рыцарями на лошадях Дестрии, которые благодаря своему росту и весу могли просто стоптать маленькую лошадку кочевников. При этом монголки очень достойно показывали себя в бою. В воспоминаниях русских солдат после Великой Отечественной войны можно встретить интересные факты. В артиллерию в качестве конной тяги были переданы лошади из Монголии. Поначалу солдаты посчитали это шуткой и не могли поверить, что такие мелкие животные могут тянуть пушку. Однако вскоре все буквально влюбились в монголок, настолько неприхотливыми, выносливыми и верными они оказались. Маленькие лошади вытягивали пушки там, где русские крупные кони не справлялись. Но тянуть — это одно, а вести на себе тяжелого всадника и участвовать с ним в бою — совершенно другое. Для тяжеловесных доспехов нужны были другие лошади. Но это также не представлялось возможным, так как иные виды скакунов не могли добывать себе пропитание в степи. Их нужно было содержать в стойлах и кормить овсом или ячменем. Такие природные культуры монголы не выращивали, следовательно, их нужно было закупать. Все это сопровождалось огромными расходами для монгольской степи. Поэтому проще было отказаться от тяжелой конницы. Современные археологи до сих пор ведут споры, почему при раскопках находят так мало доспехов. Одни утверждают, что их очень берегли, передавали из поколения в поколение, поэтому в захоронениях их практически нет. Другие склонны думать, что их в целом практически не было. Тяжелые доспехи изготавливались для малого количества воинов, в основном для телохранителей, руководителей армии и самого хана. Что же предпринял Чингисхан, чтобы нивелировать недостаток тяжелой конницы? Он сделал ставку на монгольских конных лучников и дистанционное сражение. Монголы умели превосходно стрелять из луков, так как учились этому с раннего возраста. К тому же сам лук, как отмечено всеми источниками, был более мощным и дальнобойным, чем лук любого из противостоящих народов. Стрелять из него было не так просто, и даже физически сильный человек без должной подготовки не мог натянуть тетиву. Соответственно, монголы могли стрелять с более дальних дистанций, а пробивная сила стрел была выше. Исключительная стрельба из лука была характерна именно для кочевников, чем и воспользовался Чингисхан. На ней же были построены и важнейшие боевые приемы монголов. Основные боевые приемы монгольского войска. Весь бой монголов заключался в стрельбе с больших расстояний, где либо вообще не было ответного огня, либо противников выбивало из седла силой мощного удара. Первый боевой прием монголов называется тулгама. Это двусторонний, с правого или с левого фланга, охват, когда всадники неслись в атаку, а затем поворачивали и начинали обходить фронт неприятельской линии, вынуждая противника перестраивать свои ряды по ходу боя. Само перестроение в средние века — это невероятно сложный процесс, потому что тренировки были ограничены отрядом, собранным в одном замчище. Солдаты прекрасно знали и понимали, как действовать в рамках своего отряда.
Но никаких крупных учений, полковых, дивизионных и любых других в то время не проводилось. Плац парадной подготовки также не было, а именно маршировка на плацу приучает солдат четко исполнять строевые маневры, необходимые для перестроения. Поэтому, собираясь в большую армию, бойцы видели друг друга в первый раз и не представляли, как взаимодействовать друг с другом. Когда на поле боя их начинали менять местами, а происходило это все под обстрелом, начинался хаос и паника. В это время стрелы монгольских солдат с легкостью находили цели. Потери противника росли, моральный дух падал, а беспорядок нарастал. К тому времени, когда монголы начинали атаку своими немногочисленными тяжеловесными бойцами, враг обычно был приведен в состояние небоеспособности и готовности к бегству. При этом монголы устраивали мельницу вокруг окруженного неприятеля. Солдаты неслись по кругу на лошадях и вели массированный обстрел. Стрел у всадников было много. На одной лошади помещалось 2-3 колчана, а это 60-90 стрел. Поэтому такая тактика была очень эффективной в борьбе с неподвижным врагом. У противника оставалось два выхода. Они могли пойти в контратаку, но тогда монголы отскакивали назад, продолжая стрельбу. Вторым выходом было бегство. Воины Чингисхана часто оставляли так называемый «Золотой мост», впервые примененный в битве на реке Шайо. Окружив противника со всех сторон, в одном месте монголы не оставляли заслон. Когда соперники понимали, что остался единственный путь к отступлению, они бросались в этот просвет в надежде на спасение. А так как дисциплина и боевая стойкость у средневекового войска были достаточно условными понятиями, получалось так, что все бегущие оказывались одновременно в одном месте. Это давало возможность монголам преследовать противника и добивать его на ходу. Второй прием называется шиучи или долото. Он представляет собой повторяющуюся атаку за атакой. Не так давно один английский военный историк предположил, что тактика монгольской мельницы заключается несколько в ином подходе. По его мнению, разреженный строй всадников шел в лобовую атаку, попутно обстреливая противника. Со 150 метров монголы уже могли попасть в плотные ряды солдат. С 60-70 метров они уверенно поражали конкретного бойца, так как это боевое расстояние для стрельбы. А с 30 метров каждый боец Чингисхана мог попасть стрелой в любую желаемую точку на теле противника. Подскочив к неприятелю довольно близко, монголы разворачивали лошадей и мчались назад. Они не прекращали стрельбу, применяя парфянские выстрелы, когда боец разворачивался в седле на 180 градусов. В это время в атаку выдвигались вторые ряды, просочившись в промежутки первых рядов. И так повторялось столько раз, сколько это было необходимо. Таким образом, нападение происходило непрерывно во времени. Поток стрел, летевший в стан врага, был колоссальным. Плотность огня и невероятный психологический нажим быстро ломали соперника. Находясь в плотных построениях, пехотинцы просто не могли видеть, сколько стрелков на них движется. Все это сопровождалось топотом, грохотом и криками несущейся на лошадях орды, а рядом падали раненые и убитые товарищи. Строй средневековой армии, не подготовленный к такой атаке, очень быстро терял боевой дух и обращался в бегство. Два военных приема, Тулгама и Шиучи, подготавливали в итоге решающий удар той немногочисленной тяжелой конницы, которая была у монгольской армии. Это давало Чингисхану значительное превосходство над любой цивилизованной оседлой армией, потому что противоядие против такой кочевой тактики сухопутные армии средних веков найти не могли. И только уже в новое время, в эпоху Возрождения, когда появилось стрелковое оружие, была придумана противостоящая тактика каре. Солдаты-пехотинцы выстраивались в виде квадрата или прямоугольника, обращенные лицом во все четыре стороны. Это давало возможность вести ответный бой в случае кругового наступления монголо-татар. Но случилось это только спустя 5 столетий.